Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор Здоровья». Я много лет наблюдаю одну и ту же картину. Человек ложится спать с мыслью, что после 6 есть нельзя, терпит голод, плохо засыпает и не худеет. Вес стоит, живот не уходит, утро начинается с усталости. Сегодня я расскажу, что именно можно есть на ночь, чтобы тело не запасало жир, а наоборот запускало сжигание. Это не магия и не диета, а физиология. Сразу скажу, досмотрите видео до конца. В финале будет продукт, который почти всегда игнорируют, и именно он меняет ночной обмен веществ. Если тема важна, поставьте лайк и подпишитесь. Так вы поможете каналу «Доктор Здоровья» делиться проверенной информацией. Ночью организм не отключается. Во сне активно работают гормоны – мелатонин, гормон роста, инсулин. И если лечь спать голодным, тело включает режим выживания, замедляет обмен веществ и на следующий день требует больше еды. Поэтому правильный ночной прием пищи – это не враг, а инструмент. Я говорю не о булках и сладком, а о продуктах, которые снижают уровень инсулина и поддерживают жиросжигание. Один из базовых вариантов – нежирный творог 100-150 грамм за 60-90 минут до сна. Он содержит казеин, который питает мышцы ночью и не мешает снижению веса. Но это лишь начало. Дальше будет гораздо интереснее. Теперь момент, который многие упускают. Есть продукты, которые успокаивают нервную систему, и именно через это помогают худеть. Потому что плохой сон равно набор веса. Простое народное средство – теплый напиток из ромашки с корицей. Рецепт – 1 чайная ложка сухой ромашки на 200 мл кипятка, настоять 10 минут, добавить щепотку корицы. Пить за 30-40 минут до сна. Это снижает вечерний кортизол, гормон стресса, который напрямую связан с жиром на животе. И вот здесь важный момент. Если вы уже чувствуете интригу, подпишитесь на канал, дальше я покажу комбинацию еды и движений, которая усиливает эффект в разы. Небольшое движение перед сном – еще один недооцененный фактор. Я не говорю о тренировке. Всего одно упражнение – медленное дыхательное приседание. Встаньте, ноги на ширине плеч. На медленном вдохе через нос приседаете, на длинном выдохе через рот поднимаетесь. 10 повторений. Это улучшает чувствительность к инсулину и снижает вечерний аппетит. Делать за 20-30 минут до сна. В сочетании с правильной ночной едой это создает условия, при которых тело не откладывает, а расходует. И дальше я расскажу, какой продукт усиливает этот эффект ночью в 2 раза. А теперь интрига. Есть один продукт, который можно есть вечером, и он не повышает сахар, не мешает сну и запускает восстановление. Большинство боится его из-за мифов. Я вижу это постоянно. Но когда человек вводит его правильно, вес начинает уходить даже без жестких диет. Дальше я подробно разберу, что это за продукт, сколько его можно есть, с чем сочетать и кому он особенно полезен после 40 лет. Если информация уже откликается, поставьте лайк, так я понимаю, что тема действительно важна. Тот самый продукт, о котором редко говорят честно, это яйцо, сваренное всмятку или вкрутую. 1-2 яйца вечером, за 60 минут до сна. Яйцо – источник полноценного белка и лейцина, который запускает ночное восстановление мышц и повышает базовый обмен веществ. Главное правило – никаких бутербродов и хлеба, только яйцо и при желании немного зелени. У людей после 35 лет именно вечерний дефицит белка тормозит похудение, и когда этот дефицит закрывается, тело перестает цепляться за жир. Дальше я расскажу, с чем яйцо можно сочетать, чтобы эффект был заметен уже через 7-10 дней. Есть простое народное сочетание, которое усиливает ночное жиросжигание – кефир с куркумой. Рецепт точный. 200 мл кефира, 1-2,5%, плюс 1/4 чайной ложки куркумы, плюс щепотка черного перца. Пить медленно, маленькими глотками, за 40-60 минут до сна. Куркума снижает воспаление и улучшает работу печени, а именно печень ночью активно участвует в переработке жира.
Многие отмечают уменьшение утренних отеков и более плоский живот уже через несколько дней. Если вы хотите продолжение таких разборов, подпишитесь на канал, дальше будет еще практичнее. Но есть важное «но». Ночная еда работает только при одном условии – если вы не перегружаете желудок. Объем вечернего приема пищи не больше ладони. Это ключ. Даже самый правильный продукт в большом количестве превращается во врага. Я всегда говорю, цель вечера не насытиться, а дать сигнал организму, что голод отменяется, и можно спокойно сжигать накопленное. В следующем абзаце я покажу, как с помощью одного простого движения перед сном усилить действие кефира и яйца без тренировок и спортзала. Упражнение называется «Стена и дыхание». Подойдите к стене, прижмитесь к ней спиной, затылком и ягодицами, руки на животе. Медленный вдох на 4 счета, выдох на 6, 3-5 минут. Это активирует блуждающий нерв и переводит тело в режим восстановления. В таком состоянии еда не идет в жир, а используется для ремонта тканей. Делать сразу после вечернего приема пищи. Простое, почти незаметное действие, но именно оно отличает тех, кто худеет, от тех, у кого вес стоит годами. И вот сейчас момент, который многие ждут. Есть категория продуктов, которые категорически нельзя есть на ночь, если вы хотите похудеть, даже если они считаются полезными. И именно здесь совершается самая частая ошибка. В следующей части я назову эти продукты поименно и объясню, почему они блокируют жиросжигание во сне. Это знание экономит месяцы усилий. Если вы не хотите терять время, поставьте лайк. Так видео увидят те, кому оно действительно нужно. Итак, продукты, которые мешают худеть ночью, даже если их называют правильными. Первое. Фрукты. Особенно бананы, виноград, яблоки. Вечером фруктоза почти гарантированно идет в запасы, потому что ночью печень должна отдыхать, а не перерабатывать сахар. Второе. Каши, даже овсянка. Да, полезно утром, но вечером это прямой сигнал инсулину. Третье. Мед и сухофрукты. Народные, но не ночные. Исключив их всего на 7 дней, многие замечают, что талия уменьшается без диет. И это только начало понимания ночного метаболизма. Теперь вернемся к народным средствам, которые действительно работают. Есть простой вечерний отвар, который использовали еще десятилетия назад. Отвар шиповника. Рецепт. 1 столовая ложка сушеных плодов на 500 мл воды. Кипятить 5 минут. Настоять 30 минут. Пить по 150-200 мл за час до сна, 3-4 раза в неделю. Он мягко поддерживает печень и улучшает отток желчи, а без этого жир просто не уходит. Это не жиросжигатель, а подготовка организма к правильной ночной работе. Именно такие мелочи дают результат. Часто меня спрашивают, а можно ли совсем не есть на ночь? Я отвечаю прямо, можно, но не всем. Если у человека холодные руки, плохой сон, раннее пробуждение, вечерний отказ от еды только усугубляет проблему. В таких случаях небольшой белковый прием пищи – это терапия, а не слабость. Организм должен чувствовать безопасность, и когда это чувство появляется, он начинает отдавать лишнее. В следующем абзаце я расскажу, как понять, подходит ли вам ночной прием пищи всего по 3 признакам. Первый признак – вы засыпаете быстрее. Второй – утром нет резкого голода. Третий – уменьшается тяга к сладкому днем. Если хотя бы 2 пункта совпали, вы на верном пути. И здесь важно не бросать через 2-3 дня. Ночное питание – это настройка, а не мгновенный эффект. Именно поэтому я всегда прошу, подпишитесь на канал, чтобы не вырывать знания из контекста. Впереди еще самый неожиданный продукт вечера, тот, который почти никто не связывает с похудением. И вот мы подходим к финальной части. Продукт, который можно есть на ночь, если вес стоит. Теплый овощной бульон. Не суп, не картофель, а именно бульон. Вода, лук, морковь, сельдерей, лавровый лист. Без соли или с минимальным количеством. 200-250 мл за 30 минут до сна.
Он дает объем, тепло и сигнал насыщения, не нагружая пищеварение. И дальше я соберу все в четкую схему, что, когда и как есть вечером, чтобы худеть без насилия над собой. Давайте соберем все в единую, понятную систему. Вечер — это не враг фигуры, а ее союзник, если действовать грамотно. За 90-60 минут до сна — белок, 1-2 яйца или 100-150 граммов творога. За 40-60 минут — кефир с куркумой или теплый овощной бульон. После — спокойное дыхание у стены 3-5 минут. И все. Без подсчета калорий, без голода. Эта схема работает, потому что она не ломает гормоны, а договаривается с ними. Именно так худеют надолго, а не к отпуску. Важно сказать честно, похудение — это не наказание тела, а восстановление баланса. Когда вечером вы перестаете бояться еды, организм перестает бояться отдавать лишнее. Я видел десятки случаев, когда вес начинал уходить именно после отмены жесткого «не есть после 6». Ночь — это время восстановления, и если дать телу правильные условия, оно сделает остальное само. Если вам близок такой подход, поставьте лайк. Так вы поддерживаете разумное отношение к здоровью. Отдельно скажу о регулярности. Не нужно менять все сразу. Начните с одного шага. Уберите фрукты и каши вечером и добавьте белок. Через несколько дней подключите напиток или бульон. Организм любит постепенность. И если вы чувствуете, что информация здесь отличается от того, что вы слышали раньше, это нормально. Истина в здоровье часто тише, чем мифы, но именно она дает результат. Я всегда говорю, слушайте тело, но давайте ему правильные сигналы. Ночная еда — это сигнал безопасности, тепла и восстановления. И когда этот сигнал повторяется изо дня в день, тело перестает держаться за жир. В следующих видео мы разберем утренние привычки, которые усиливают ночной эффект в несколько раз. Поэтому, если вы хотите продолжения, подпишитесь на канал Доктор Здоровья, чтобы не пропустить важное. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Значит, вы действительно заботитесь о себе и своем здоровье. Напишите в комментариях, что из вечернего приема пищи оказалось для вас самым неожиданным. Я читаю и отвечаю. Поставьте лайк, если информация была полезной, и поделитесь этим видео с теми, кому оно может помочь. Подписывайтесь на канал Доктор Здоровья. Здесь мы говорим просто о сложном и честно о важном. До встречи в следующих выпусках.